Экстренное усиление обороны. Путин срочно свозит военную технику в Москву. Цена каждого удара вырастет в 50 раз. Министр обороны раскрыл главную цель. Такого еще не было. Сделан шаг, которого опасались в Кремле. Зацепит Казахстан? Совместный удар Украины и НАТО. Внезапные подробности атак на российские тылы. Нападение на Лаврова. Отдых министра пошел не по плану. Неожиданное признание главы МИД. Об этих и других событиях к утру 30 июля. На календаре четверг. Собрали все главные события к этому часу. В эфире «Нехта». Я Дарья Петрова. Поехали. Руины заправок и сожженная дронами пожарная часть. Именно сюда, в прифронтовой Харьков, под российские удары приехала Лора Лумер, близкая к Трампу американская активистка. Здесь она встретилась сразу с двумя военными – Евгением Хмарой и Андреем Белецким. И у обоих взяла интервью. На вопрос, как Украина умудряется не просто держаться, а больно бить куда более крупную армию, исполняющий обязанности министра обороны ответил так. Мы не можем отвечать ударом на удар. Мы должны действовать асимметрично. Цель, чтобы каждый удар обходился России в 50 раз дороже, чем самой Украине. Именно так была устроена операция «Паутина», одна из самых дерзких за всю войну, которую проводило подразделение, что тогда возглавлял Хмара. Под конец разговора он приоткрыл личное. На войне министр уже потерял брата. У него двое сыновей, 11 и 9 лет. И вот как звучит его собственная цель. Завершить войну до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы вместо войны дети могли восстанавливать свою страну. А вот командира 3-го армейского корпуса Андрея Белецкого Лумер решила спросить о том, что будоражит многих американских налогоплательщиков и о чем так громко кричит кремлевская пропаганда. Правда или ложь, что батальон «Азов» и украинская армия полны неонацистов со свастикой? Идут ли наши налоги на содержание армии нацистов для войны с русскими? А вот что ответил Белецкий, узнаем уже совсем скоро. Интервью еще не вышло, но как только появится, мы обязательно о нем расскажем. Так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Большой шаг, которого в Кремле опасались. Сенат США дал зеленый свет сокрушительным санкциям против России и Ирана. Во вторник прошло первое процедурное голосование по законопроекту, над которым более 2 лет работал ныне покойный сенатор Линдси Грэм. За 86 сенаторов. При подсчете голосов присутствовал Владимир Зеленский. Это первый шаг к реализации планов Линдси и, безусловно, шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент работал. Правда, до финала еще далеко. После правок и дебатов будет окончательное голосование. Затем законопроект рассмотрит Палата представителей, и только потом его должен подписать Трамп. Но далеко не факт, что санкции окажут такое разрушительное действие, как хотелось бы. Например, Александр Невзоров сомневается в болезненности возможного удара. Экономический кол, на который США собрались посадить РФ, вполне может доставить россиянам не болевой шок, а чувство глубокого удовлетворения и возвращения к скрепам. А вот кому и правда может прилететь, так это третьим странам. Санкции бьют по тем, кто покупает российскую нефть и газ или помогает Москве обходить ограничения. Рикошета опасаются в Астане. В самом документе конкретные страны не названы, но в предварительных списках, со слов помощников сенаторов, фигурируют крупнейшие покупатели. По нефти – Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. Казахстана в списках пока нет, но он сильно завязан на российское топливо, а США к нему и без того уже присматриваются. Недавно ввели пошлину в 12,5% на казахстанские товары за то, что страна недостаточно борется с импортом продукции, произведенной с использованием принудительного труда. Нефть, газ, удобрения и некоторые продовольственные товары тогда включили в список ограничений. Самый массовый санкционный удар за всю войну. ЕС приступил к разработке нового пакета, куда собираются внести разом больше 1600 компаний, которые по оценке Брюсселя помогают России воевать против Украины. Такого одним махом еще не было. Если пакет примут, общее число подсанкционных организаций вырастет примерно в 1,5 раза. Масштаб внушительный. Суммарный годовой оборот этих фирм более 20 миллиардов долларов, а работает в них свыше 260 тысяч человек. Евросоюз видит военные успехи Украины и экономические проблемы России. Значит, самое время дожать, усилить давление и подтолкнуть к завершению войны. Правда, гладко не выйдет. Часть стран ЕС уже просит для себя исключений, чтобы не бить по собственной экономике. Поэтому и спешить не будут. Окончательный проект разошлют по столицам в ближайшие недели, а принять все рассчитывают уже к октябрю, на встрече министров иностранных дел. Отдельно к осени готовят и меры за принудительный вывоз украинских детей.
Ситуация патовая. Весь мир против России. И вот как на все это давление реагирует Москва. После визита Зеленского в США глава российского МИД выдал целую серию заявлений, суть которых одна – РФ отступать не намерена. Для начала Лавров заявил, что Москва непослушная и своей гордостью не поступается, а вместе с тем пожаловался на западные страны, которые якобы еще подумают, возобновлять ли переговоры с Россией. Перед этим необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После прекращения огня мы, западники, введем многонациональные силы во главе с Францией и Англией. И потом, значит, сядем поговорить. Что это означает? Это ультиматум. Режим нацистский сохранится, замрем на линии соприкосновения, никакие территории, где были ваши референдумы, признавать не будем. То есть любой мир, при котором Украина остается Украиной, а оккупированные земли не признаются российскими, в Москве считают неприемлемым. По словам Лаврова, бывшие союзники, коими он назвал Лондон и Вашингтон, цитирую, «с разной степенью остервенения воюют против России через Украину и мечтают о ее распаде, а точнее о стратегическом поражении и деколонизации». Там же главный путинский дипломат признал, что украинские удары достигают целей, а еще выдал, пожалуй, самое любопытное заявление. Специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. Зато теперь движуха. Беспилотники летают вглубь России каждый день. Россияне в панике заваливают Инстаграм слезливыми сторис. Как им страшно и при чем тут вообще они? А скоро, если верить конструктору Фламинго Штиллерману, до Москвы долетит и баллистика. Ну а под конец Лавров и вовсе ударился в мистику. Россия мечена Богом, и уж когда совсем тяжело, нам помогают свыше. Вот только, судя по всему, кроме братской помощи народов Ирана и Северной Кореи, остальные помощники России стараются дистанцироваться от нее как можно скорее. А вот как именно Украине удается так метко доставать российский тыл? Оказывается, тут не обошлось без союзников. Как рассказали украинские чиновники изданию Financial Times, разведданные от США и Франции помогли Киеву вычислить, где стоят российские системы ПВО и проложить для дронов маршруты, которыми можно эту ПВО обходить и бить по целям глубоко в тылу. Мало того, западная разведка подсказала украинским военным, куда именно стоит целиться. И, судя по всему, эта работа идет постоянно. Вчера британский Боинг работал над Черным морем к юго-востоку от Крыма, проводя стратегическую разведку. А накануне над нейтральными водами акватории заметили и беспилотник-разведчик НАТО. Российские Z-каналы, кстати, давно приметили. Такие полеты часто предвещают крупную украинскую операцию в этом районе. Тем временем в самом сердце России Путин строит укрепленную цитадель. По данным Осинт-аналитиков, Москва буквально на глазах превращается в многослойную крепость. Вокруг нее выстроили уже 4 кольца обороны. И самое большое, внешне, почти готово. Цифры впечатляют. Всего за пару месяцев под столицей возвели более 2 десятков новых вышек под панцири. Первое кольцо радиусом порядка 40 километров. Плюс отдельные позиции у нефтезаводов, электроподстанций, аэропорта Внуково и, куда же без нее, резиденции Путина. Комплексы ставят даже на крыши домов в самом городе. Всего в Подмосковье насчитали около 250 позиций ПВО и радаров, а по факту, полагают аналитики, их больше 3,5 сотен. В плане количества комплексов и ракет к ним Москва себя не обижает. А в это время другим регионам защититься порой просто нечем. У них эту защиту и отбирают. Вот только и это главное, даже такая плотность не спасает. Дроны все равно долетают до Москвы. Воспользоваться слабостью страны во время трагедии – это так по-соседски. Пока Япония приходит в себя после разрушительного землетрясения на юго-западном острове Кюсю, оно унесло жизни по меньшей мере 18 человек, соседи решили проверить ее на прочность. Срочно пришлось поднимать в воздух истребители сил обороны из-за угрозы нарушения воздушного пространства над Восточно-Китайским морем. Впрочем, для Токио это, увы, почти рутина. Только за прошлый год японская авиация поднималась по тревоге почти 600 раз. И абсолютное большинство случаев приходится на самолеты двух соседей – Китая и России. На этот раз испытывать ее нервы взялись в самый болезненный момент.
Внезапная и массовая гибель. Всего за месяц в одном из национальных парков Кении погибло 15 слонов. И почти у всех перед смертью отнимались конечности. Наступал частичный паралич. Причем погибли в основном самки и слонята. Что убивает животных, пока загадка. Власти начали расследование. Одна из лабораторий обнаружила в пробах потенциально опасное вещество. Но правительственная лаборатория тех токсинов, что искали, не нашла. Одно власти говорят точно. Доказательств, что эта напасть может передаваться людям, пока нет. В Кении и раньше случались отравления слонов. К этому прикладывали руку то браконьеры, то местные жители из-за конфликтов с дикими животными. Но что стало причиной на этот раз, покажет только следствие. Спасательная операция в городе, где находится штаб-квартира НАТО. Но ни с войной, ни со шпионами она никак не связана. В Бельгии спасли заблудившегося детеныша тюленя. Малыш каким-то образом заплыл далеко от Северного моря, вглубь материка, в судоходный канал под Брюсселем, где и плавал в одиночку несколько недель. В минувшие выходные волонтеры аккуратно выловили его и отвезли в Центр спасения тюленей в Бланкенберге. Тюлененку всего около 2 месяцев. Он худенький и, судя по всему, потерял родителей, а сам в таком возрасте не выжил бы. Сейчас за ним ухаживают, подлечивают легкую температуру, откармливают, а как окрепнет, обещают вернуть его домой, в Северное море. Так что у этой истории будет счастливый конец. И в завершении почти анекдотическая история от того же Лаврова. На вопрос, случалось ли в жизни что-то такое, что иначе как чудом и не объяснишь, глава МИД припомнил один эпизод. Он с друзьями взяли лошадей и отправились в горы на Алтае. Вдруг кони понесли, когда мы уже вниз спускались. А справа гора, слева такой приличная пропасть по-настоящему. И одного моего товарища понесло, и он практически мог меня сбить. Ирония судьбы. Человека, которого называют грустной лошадкой, чуть не отправил на тот свет как раз конь. Видимо, не признал за своего. А на этом все. Спасибо, что были с нами до конца. И в тяжелых новостях, и в добрых. Берегите себя и своих близких. А вечером снова увидимся с командой Нехта.